Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины сделать вот такую брошечку-рыбку. Приступаем к работе. Раскатываю пласт полимерной глины Fima Effect красный металлик. Беру трафарет из набора для шелкографии. Выбираю подходящий рисунок. Кладу его на пласт глины и прикатываю роликом. Теперь мне понадобится металлизированная пудра Fima цвета бронза. Кисточкой набираю небольшое количество пудры и наношу ее на пласт глины через трафарет. После этого убираю трафарет. Посмотрите, что у меня получилось. Далее беру каттер вот такой формы. Эта форма напоминает рыбку. Кладу каттер на пласт с орнаментом, режущей поверхностью вниз. Переворачиваю пласт глины с формочкой вот таким образом и аккуратно вдавливаю глину внутрь каттера. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не порвать пласт. Раскатываю еще один пласт полимерной глины того же цвета. Беру каттер с пластикой и кладу его на пласт глины, режущей поверхностью вниз. После этого надавливаю на каттер и вырезаю деталь. Вместе с каттером отправляю деталь запекаться. И после запекания вынимаю деталь из формочки. В итоге у меня получилась полая заготовка. После запекания жду, когда глина остынет, и покрываю деталь глянцевым лаком, чтобы закрепить пудру. Теперь раскатываю пласт полимерной глины Fima Effect золотой металлик. Делю этот пласт на две части. Одну часть пока откладываю в сторону, а на второй пласт накладываю тот же самый каттер в форме рыбки, переворачиваю эту конструкцию обратной стороной вверх и так же, как в предыдущий раз, начинаю вдавливать пластику внутрь каттера. Формочку с глиной накладываю на второй пласт, режущий поверхностью вниз, и вырезаю деталь. На этот раз незапеченную деталь аккуратно извлекаю из формочки и этой же формочкой от детали отрезаю небольшой кусочек. Лезвием разрезаю деталь вот таким образом. Получившаяся деталь станет хвостиком. На край запеченной детали наношу Fima гель. Приклеиваю незапеченный хвостик к уже запеченной детали. Острые края хвостика срезаю лезвием, чтобы они стали слегка округлыми. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины золотого цвета. Одну часть пласта срезаю лезвием. На противоположную от хвоста сторону рыбки наношу Fima гель. Накладываю на рыбку пласт глины, располагая срезанный лезвием край вот таким образом. Силиконовой кисточкой прижимаю этот пласт к запеченной детали. Лезвием отрезаю всю лишнюю пластику. Силиконовой кисточкой заглаживаю неровности. Теперь раскатываю толстый пласт полимерной глины золотой металлик и с помощью того же каттера в форме рыбки вырезаю верхний плавник. Лезвием подгоняю размеры плавника под размеры рыбки. Края плавника делаю округлыми. На плавнике лезвием продавливаю бороздки. Тем же способом делаю нижний плавник. Различие будет только в том, что он меньше верхнего.
На рыбку в места крепления плавников наношу фимогель и приклеиваю плавники. Из глины металлик красного цвета катаю маленький шарик, кладу его на рабочую поверхность и слегка прижимаю. Стеком с шариком делаю в центре углубление. Беру фимогель черного цвета. Перед применением хорошо его перемешиваю и заполняю углубление фимогелем. Мне это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Это будет глаз рыбки. Отправляю его запекаться. На голову рыбки наношу капельку фимогеля и приклеиваю глаз. Слегка вдавливаю его в незапеченную пластику. После этого отправляю рыбку запекаться. После запекания жду, когда глина остынет, и покрываю брошку глянцевым лаком. После того, как лак полностью высох, переворачиваю брошку обратной стороной, наношу на тело рыбки фимогель, раскатываю пласт полимерной глины красный металлик и накладываю его на рыбку. Хорошо прижимаю пласт и лезвием отрезаю всю лишнюю глину по контуру рыбки. С хвоста и плавников пластику также срезаю. С помощью влажной салфетки выравниваю поверхность. Теперь беру застежку для брошки, располагаю ее на рыбке чуть выше середины и вдавливаю застежку в пластику. С помощью инструмента замазываю застежку глиной. Влажной салфеткой снова выравниваю поверхность, после чего с помощью зубной щетки придаю фактуру обратной стороне брошки. Отправляю брошку на заключительное запекание. Брошечка готова. Она получилась достаточно крупной. Поэтому я думаю, что эта брошка будет отлично смотреться на объемном свитере или пальто. А я очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на группу ВКонтакте и профиль в Инстаграм. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!